Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 13 февраля. В этом видео поговорим о церковном календаре, поговорим о народном календаре. Также обязательно уделим внимание тому, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день, 13 февраля. Обязательно досмотрите это видео до конца. 13 февраля Православная Церковь почитает память святого Никиты Печерского, благочестивого монаха, который посвятил свою жизнь служению Богу и борьбе с искушениями. Святой Никита родился в семье православных христиан и с раннего детства проявлял склонность к духовной жизни. В юности он поступил в Киево-Печерскую лавру, где был принят в монашество и принял имя Никита. Святой Никита был человеком сильной воли и решительным характером. Он всегда стремился к совершенству и решил стать затворником, чтобы полностью посвятить себя молитве и борьбе с собственными страстями. Игумен Лавры пытался уговорить его отложить этот подвиг, считая преждевременным, но Никита настоял на своем решении. В затворе святой Никита столкнулся с искушением. Он перестал молиться и предался чтению Ветхого Завета, полностью погружаясь в изучение священных писаний. Он стал настолько знатоком этих книг, что никто не мог сравниться с ним в их знании. Однако он отказывался слушать о книгах Нового Завета, избегая их упоминания. Печерские иноки, видя, что святой Никита отступил от духовного пути, усердно молились за его исцеление. Их молитвы были услышаны, и Никита вновь обратился к Богу. Покинув затвор, он продолжил поститься и молиться, и вскоре стал известен своими проповедями и чудесами. За свою благочестивую жизнь святой Никита был поставлен епископом в Новгороде. Благодаря его проповедям и молитвам многие люди получили исцеление и помощь от Бога. Однажды по молитве святого Никиты с неба низошел дождь, который спас город от пожара. Святой Никита умер в 1108 году, но его память осталась живой в сердцах людей. Через 445 лет его мощи были обретены нетленными, и тогда совершилось много исцелений. Особенно многие слепые и больными глазами получили исцеление благодаря молитвам к святому Никите. В народном календаре 13 февраля отмечается особенный день, который получил название Никита Новгородский, Никитин день или Никита Пожарник. Этот день посвящен памяти святого Никиты, который был известен своими подвигами и чудесами. Согласно народным поверьям, Никита Новгородский считается хранителем от бедствий и неблагоприятных явлений природы. Его молитвы и заступничество перед Богом считались особенно могущественными. Люди верили, что он мог помочь в предотвращении пожаров, засухи, а также защищать от ударов молний и других стихийных бедствий. Существует множество молитв и обращений к Никите Новгородскому, которые используются верующими для защиты и обретения помощи в трудные моменты. Он поклоняется как заступник и защитник от различных бедствий, а также как святой, способный помогать в духовном и мирском плане. Народные традиции 13 февраля долгое время ассоциировался с опасным и с мистическим временем, когда по поверьям наших пращуров могли происходить пожары, вызванные действиями огненных бесов и колдунов. В такие дни верующие обращались к заступнику, архангелу Михаилу и особенно к Никите Новгородскому, которого считали особым борцом с огненными бесами. Верования наших предков связывали Никиту Новгородского с борьбой против огненных бесов и колдунов, и его молитвы и заступничество перед Богом считались особенно могущественными в предотвращении пожаров и защите от огненных бедствий. Поэтому люди обращались к нему за помощью и защитой в трудные моменты, особенно в дни, которые считались опасными с точки зрения пожаров.
Люди, родившиеся 13 февраля, обладают особыми качествами и талантами, которые определяют их характер и жизненный путь. Этот день рождения ассоциируется с богатым воображением, любовью к искусству и потенциалом в ремесленной деятельности. Люди, рожденные 13 февраля, отличаются богатым воображением и творческим мышлением. Они способны видеть мир в нестандартных ракурсах и находить красоту и вдохновение в окружающем их мире. Этот творческий потенциал делает их отличными художниками, писателями, музыкантами или дизайнерами. Люди, рожденным 13 февраля, рекомендуется носить аквамарин и нефрит. Аквамарин символизирует ясность мысли и внутреннюю гармонию, а также способствует развитию творческого потенциала. Нефрит обладает защитными свойствами и помогает сохранить энергетическое равновесие. Носите эти камни как украшение или держите их рядом с собой для поддержки вашего творческого потенциала и вдохновения. Ночь на Никиту Пожарника, согласно народным приметам, считается временем, когда сны могут иметь особое значение и предвещать различные события и даже изменения в жизни человека. Если во сне человек видит себя больным, это часто толкуется как предвестие к выздоровлению и к улучшению здоровья. Такой сон может указывать на то, что скоро будут преодолены какие-то болезни или проблемы со здоровьем, и человек станет сильнее и более жизнерадостным. А если увидеть слезы во сне, то это может быть знаком радости и счастья. Этот символ часто связывается с эмоциональным облегчением, освобождением от бремени и преодолением трудностей. Такой сон может предвещать приближающуюся радостную ситуацию или событие, которое принесет утешение и радость. Сны о деньгах, увиденные в ночь на Никиту Пожарника, могут быть связаны с искушениями и соблазнами. Этот символ может указывать на финансовые испытания или соблазны, с которыми человек столкнется в ближайшем будущем. Что же нужно было делать 13 февраля по народным приметам? Вы знаете, с 13 февраля, согласно народным поверьям, связанными с Никитом Пожарником, считается особым днем, когда важно было проявлять в этот день терпение, спокойствие и сдержанность. Согласно преданию, Никита Пожарник является символом терпения и спокойствия. Поэтому в этот день важно следовать этим принципам и сохранять невозмутимость, даже если жизнь испытывает вас трудностями и делает какие-то вызовы. Практика медитации, йоги или просто глубокое дыхание поможет вам уравновесить ваши эмоции и сохранить спокойствие внутри себя. Также этот день может быть хорошим временем для саморазвития и внутренней работы. Поэтому медитация, самоанализ поможет вам лучше понять себя и свои эмоции, а также найти способы улучшения вашей жизни и отношений. Используйте этот день для того, чтобы задуматься над своими целями и стремлениями и направить свою энергию на их достижение. Одним из основных обычаев 13 февраля является чтение молитв, направленных на защиту от пожаров и молний. Эти молитвы могут быть как традиционными, так и личными, в зависимости от вероисповедания и убеждений каждого человека. Важно помнить о силе молитвы и ее способности принести защиту и утешение в трудные моменты. Согласно преданию, Никита Новгородский является целью ведьм и колдунов, которые стремятся спровоцировать ссоры и конфликты, чтобы поглотить энергию из скандала. Поэтому в этот день особенно важно быть внимательным к своим эмоциям и не поддаваться ни в коем случае на провокации. Сохраняйте спокойствие и сдержанность, чтобы не стать жертвой негативных сил. Ну а чтобы укрепить защиту от потенциальных опасностей, можно в этот день, 13 февраля, воспользоваться различными оберегами и амулетами. Это могут быть символы, такие как кресты, амулеты с изображением святых, или просто предметы, которые имеют для вас особое значение и ассоциируются с защитой и безопасностью. Носите их с собой или разместите в вашем доме, чтобы укрепить свою энергетическую защиту.
Также не забывайте в этот день о важности заботы о своих близких и родных. Вместе с ними вы сможете поддержать друг друга, преодолеть любые трудности, с которыми можете столкнуться. Проведите время вместе в вечернее время, поделитесь своими чувствами, возможно, какими-то беспокойствами, и вместе найдите силы противостоять возможным опасностям. Знаете, у вас это обязательно все получится. Далее, друзья, давайте поговорим о том, что же нельзя было делать 13 февраля по народным приметам, традициям и обрядам. Итак, друзья, 13 февраля – это день Никиты Новгородского или Никиты Пожарника, и согласно преданиям наших предков считался особым днем, когда важно было соблюдать определенные запреты и предостережения. Главное из них – не играть с огнем, как буквально, так и в переносном смысле. Далее, согласно преданию, в этот день особенно важно избегать ссор, конфликтов, споров, эмоциональные какие-то выступления, крики, оскорбления могут вызвать агрессию и разрушение даже отношений. Поэтому старайтесь в этот день, 13 февраля, сохранять спокойствие и уважение к окружающим. Не поддавайтесь сегодня на провокации. И из-за веры в особенную шаловливость нечисти в этот день, 13 февраля, наши предки избегали назначать суды и судебные разбирательства. Они считали, что в этот день суды не принесут должного результата, так как виновный может быть оправдан, а невиновный оклеветан. Поэтому старайтесь избегать участия сегодня в судебных процессах. Далее, запрет на игру с огнем, как буквально, так и в переносном смысле, нам напоминает о необходимости быть осторожными и бережными во всем, что мы сегодня с вами делаем. Огонь символизирует не только пламя, но и нашу агрессию, раздражение, эмоции. Поэтому старайтесь сегодня управлять своими эмоциями и избегать возможных вспышек гнева или каких-то негативных проявлений. Важно помнить, что в этот день, 13 февраля, нечистая сила может проявить свою шаловливость и спровоцировать неприятные события. Поэтому старайтесь быть особенно бдительными и защищенными от влияния негативных энергий. Не забывайте о молитвах, об обрядах, о защитных амулетах, талисманах, которые помогут вам сохранить и приумножить вашу энергию. Кроме того, согласно преданию, громкие разговоры в этот день могут привлечь темных сил, которые намеренно навредят людям. Поэтому в этот день лучше избегать шума и громких разговоров, чтобы не привлечь внимание нежелательных сил. Также темные силы могут спровоцировать и разбитие посуды, особенно если она находится в руках хозяйки. Поэтому в этот день стоит быть особенно внимательными и быть бережливыми, чтобы избежать подобных неприятностей. Ну а чтобы предотвратить возможную порчу или неприятности, не рекомендуется лишний раз выходить сегодня из дома. Особенно это касается тех, кто не прочтет перед выходом защитную молитву «Отче наш». Как вы знаете, это сильная молитва, помогает укрепить защиту и избежать негативного влияния темных сил. Также в этот день особенно важно быть внимательным и бдительным. Темные силы могут использовать различные хитрости, уловки, чтобы причинить вред или неприятности. Поэтому будьте осторожными и не доверяйте слишком легко неожиданным ситуациям или людям. Кроме того, одним из важных запретов этого дня является оставлять дом пустым, так как в него может наведаться леший, дух шалун, который стремится принести беспокойство и хаос. Леший – это существо, друзья, из славянской мифологии, которое обитает в лесах и полях и считается стражем дикой природы. Но именно в народных традициях леший часто изображается как маленький человек с густой бородой и широкими плечами, который может быть как дружелюбным, так и злобным. И в день Никиты Новгородского, 13 февраля, леший особенно активен и склонен к шалостям. Согласно преданию, леший любит пошалить, особенно если дом остается без присмотра. Он может пытаться оседлать конька на крыше или вызывать различные необычные явления, которые приводят к беспокойству и хаосу. Посуда может разбиваться, мебель ломаться, а сам дом начинать шататься, создавая настоящий хаос и беду.
Единственное, что может остановить лешие, это присутствие человека. Поэтому важно, чтобы в день Никиты Новгородского в доме всегда хотя бы оставался один член семьи. Присутствие человека создает энергетическую защиту и предотвращает лешего от его злонамеренных действий. Также обращаем ваше внимание, в этот день старайтесь поддерживать спокойную и гармоничную атмосферу в вашем доме. Кроме того, этот день считается неблагоприятным временем для проведения каких-либо финансовых операций, в том числе и долговых сделок. Деньги, взятые в этот день, или если вы одалживаете другим людям, могут зависнуть, то есть не быть возвращенными вовремя или вообще не вернуться. Это может привести к каким-то финансовым трудностям и несчастью для одной и второй стороны. Вот такой, друзья, у нас с вами день, 13 февраля, по народным приметам и традициям этого дня. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Обязательно в комментариях напишите «принимаю» и «благодарю». Мы старались для вас. Также, друзья, кто спрашивал, как нас можно отблагодарить, поддержать, помочь. Друзья, благодарность можно выразить по ссылке, которая указана в описании к этому видео. Любая сумма, которую вы считаете важной и нужна, нам очень приятно, мы вас благодарим. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся в следующем видео.